Привет всем! Сегодня мы рассмотрим такие функции как блендера, как объединение и разъединение или разгруппирование объектов. И для этого у нас есть здесь небольшая такая сцена, в которой стол и 4 стула. И мы видим, что при нажатии на стулья все они выделяются вместе как единый объект. В то же время стол, он состоит из двух объектов. Это столешница отдельно и отдельно все 4 ножки. Начнем со стола, объединим его, чтобы это было не два объекта, а один объект, чтобы при нажатии разовом на этот объект с ним уже можно было что-то делать, как-то передвигать или, возможно, масштабировать. Для этого, выделив одну часть, например, начнем с ножек, зажимаем клавишу Shift и выделяем вторую часть, столешницу. После этого нажимаем сочетание клавиш Ctrl-J, и теперь у нас это единый объект. Можем это проверить. Вот видим, теперь это у нас единый объект. Можем его немножко отодвинуть в сторону. Клавиша G, ось Y и в сторонку его. Так, почему-то не хочет двигаться он у нас. Извиняюсь, я не переключил. Клавиатуру с кириллицы на латиницу. Вышла небольшая заморочка, но в конце концов мы его отодвинули. Теперь поработаем немножко со стульями. При нажатии на стулья мы видим, что у нас выделяются полностью все 4 стула как единый объект. Что нам нужно сделать, чтобы разгруппировать их и как-то расставить более по-живому, по-разнообразному вокруг этого стола? Или, возможно, даже уменьшить количество стульев. Для этого, для начала, нам надо перейти в режим Edit Mode. Нажимаем клавишу P, которая отвечает за разделение. И здесь у нас мы видим, что есть варианты, например, by material. То есть по материалу может произойти разделение нашего объекта, или by loose parts, то есть по отдельным частям объекта, которые не связаны друг с другом полигонами. Выбираем последнюю часть. И видим, что полностью разбились наши стулья на отдельные объекты, не просто на 4 стула, да, а еще и каждый стул, он разбился на множество отдельных частей. И здесь нам опять же пригождается функция, которую мы использовали со столом. Это Ctrl-J. Мы можем объединить полностью все детали одного стула в один mesh. Ctrl-J. Теперь это у нас один mesh, один стул, единый целый. Проверяем это с помощью
передвижения клавиши G и по оси Y. Опять же проверим. Вот у нас отдельно передвигается стул. Или мы можем даже его вращать. Клавиша R. Вот. Но мы видим, что у нас здесь точка осталась. Origin у нас остался не по центру стула, а в другом месте, но это уже, как говорится, отдельная история. Вот в этом уроке мы рассмотрели, как можно объединять объекты и разделять их, разгруппировывать.